Анюта осторожно выглянула из комнаты. В коридоре никого не было. Девочка быстро перебежала до дверей и попробовала открыть. Но ничего не получилось. Она вздохнула и вернулась в комнату. Девочка, которая была чуть постарше, спросила: «Что, закрыто?» «Да, в окно полезу». «Подожди ты в окно, я тебе покажу черный вход. Им воспиталки и нянечки пользуются». Света быстро спрыгнула с кровати. В тихий час мало кто спал, но лежать нужно было смирно. Если кто-то из воспитателей заглянет, то можно обрести по полной программе. Анюта остановила ее. «Свет, ты расскажи где, а там я сама. А то тебя поймают, заметят, и придется из-за меня получать». Света махнула рукой. «Знаешь, я тебе даже завидую. Пусть у тебя мама умерла, но она хотя бы была у тебя и любила, а у меня никогда не было. Пошли, помогу». Девчонки быстро пробежали по коридору. Света показала на дверь. «Я так понимаю, ты не успеешь вернуться до окончания тихого часа?» «Нет, это же далеко». «Снова ругать будут». «Я знаю. Я сегодня вообще не хочу возвращаться. Мне мама снилась. Что-то мне во сне пыталась сказать, а я не поняла. Посижу у нее подольше». Света вздохнула. «Но как хватится, то быстро за тобой приедут. Они же знают, где ты. Но ты не переживай. Я попробую тебя прикрыть». Аня на секунду обняла Свету. «Спасибо тебе. Если бы не ты, я вообще бы здесь не могла бы жить». «Смогла бы. Все живут. Тяжело только первое время, а потом ко всему привыкаешь». Аня выскочила на улицу, а Света быстро вернулась в спальню. Немного подумав, она накидала на постель Ани вещей и прикрыла одеялом. Девочку хватили только перед ужином. «Света, отвечай, она снова на кладбище сбежала?» Света пожала плечами. «А я откуда знаю?» Воспитатель схватил ее за плечо. «Ты что, не могла остановить ее? Делать мне больше нечего, как только по городу ездить, малолетних щенков собирать. Ну, доиграешься ты у меня». Воспитатель оттолкнул Свету, та чуть не упала, и быстрым шагом направилась к выходу, где ее уже ждала машина. Света от всей души показала ей вслед язык. Да, не подумала Аня, сбежать в смену этой горгоны не очень хорошо. Анечку привезли всю в слезах, когда дети уже готовились ко сну. «Сегодня ночуешь со всеми, а завтра будем решать, что с тобой делать». Как только дверь закрылась, Света кинулась. «Ну что, Аня, били тебя, да?» «Мне все равно. Я завтра насовсем сбегу». «Аня, ну нельзя же так. Ты к маме ходишь каждый раз, как нам к обеду конфеты выдают». «Ну и что? Я их маме ношу». Аня улеглась на кровать и отвернулась к стене. То ли с утра было не до Ани, то ли еще что-то, но никто никуда ее не вызывал, и никто не ругал. Ближе к обеду выяснилось, что к ним едут спонсоры. Дети радостно шумели. Если спонсоры, то это или сладости, или подарки, и их воспитатели не отбирают. Ночью Ане снова снилась мама. Она снова что-то рассказывала, но что – непонятно. Аня даже проснулась в слезах. Не от того, что видела маму, а от того, что никак не могла разобрать, что она ей рассказывает. Утром она снова пропала. Директор, узнав об этом, вздохнула. «Господи, ну вот что с ней делать, а?» Воспитательница, молоденькая совсем, единственная, кого дети любили, предложила: «А может быть, попробовать договориться с ней? Пусть ходит, но чтобы в определенное время и чтобы сама вовремя возвращалась». «Но это же против всяких правил».
Я понимаю. А так у нас постоянные побеги, еще более серьезные нарушения. Людмила Степановна, а как вообще к нам Аня попала? Что случилось с ее мамой? Директор вздохнула. Я немного знала их семью, не близко. Конечно, так, больше слухи. Там вообще все очень странно. Они приехали к нам из другого города. Мама и Аня. Анечка тогда совсем крошкой была. Ни мужа, ни родственников. Но потом к ним приезжала молодая женщина. Я ее не видела. Люди говорят, что та была очень похожа на мать Ани. Еще говорили, что скандалили они очень сильно, и родственница сразу уехала. А в прошлом году Анечке уже в школу нужно было собираться. Мама ее очень простыла, но родственников нет, помочь некому. Вот и ходила на работу до последнего, пока совсем не слегла. Врачи помочь уже не смогли. Аня попала к нам, а мама на кладбище. И что же, вообще нет никого? Наверное, нет, если вообще кто-то занимался поисками. А нет фотографии матери, может быть, удастся кого-то отыскать. Директор встала, взяла личное дело. Немного посомневалась, но отдала фото воспитательнице. Прошел месяц. Молодая воспитательница все пыталась разыскать родственников Ани, но создавалось ощущение, что девочка в этом мире одна. Однажды на телефон Елены Сергеевны пришло сообщение. Дело было ночью, и сон после этого как ветром сдуло. Она переписывалась до утра, а потом, довольная, побежала к директору. «Я нашла, нашла!» Людмила Степановна испуганно посмотрела на нее. «Что нашла? Елена Сергеевна, вы меня так заикой сделаете!» Елена отдышалась и сказала. «Я нашла не только сестру мамы, но и ее отца». Директор села на стол. «Так, давай выкладывай». Дело было так. 2 сестры, двойняшки или близнецы, не знаю, как правильно. В общем, жили. Родители похоронили рано, а потом одна из сестер собралась замуж. И нужно же было такому случиться, что и вторая сестра влюбилась в этого парня. В общем, сестры начали ссориться, хотя раньше жили душа в душу. Однажды, когда парень был на дне рождения друга, изрядно выпил. Он приехал к своей невесте, но дверь ему открыла именно мама Ани и сделала вид, что она и есть его невеста. Сказала, что не хочет, чтобы он разбудил сестру, и предложила поехать к нему. Они поехали, а утром их застала настоящая невеста. Скандал был ужасный, жених был послан, сестры возненавидели друг друга. А потом оказалось, что на свет появилась Аня. Мать Ани сразу уехала, видимо, пока не в наш город. Сестра искала ее, хотела сказать, что ребенок ни при чем, и чтобы та возвращалась. Но мама Ани уже поняла, каких дел наворотила, и не хотела общаться. Нина, так зовут сестру мамы Ани, нашла ее уже здесь. Но разговор снова не получился. Начали спокойно, а закончили тем, что стали обвинять друг друга в том, что одна другой поломала жизнь. Нина уехала, и на этом все. Жених, кстати, вымолил прощение. Он ничего не знал об Анюте до вчерашнего дня, а как только узнал, то сразу же сказал, что они выезжают. Нина очень плакала. Она не знала, что сестры больше нет. Людмила Степановна выдохнула. Ничего себе история. Это точно. Я сама сегодня всю ночь не спала, пока с ними общалась, а потом уснуть и не смогла. И когда же они приезжают? Лена посмотрела на часы. Через час, а может быть и раньше. А Аня здесь? Лена быстро вышла. Ани не нашли,
зато нашли Свету. Где твоя подруга? Она еще утром ушла. Сегодня у мамы день рождения. Как же не вовремя. Елена Сергеевна кинулась по коридору к кабинету директора, но тут же увидела незнакомых людей. Женщина была как две капли воды, похожа на маму Ани. Елена Сергеевна вздохнула и шагнула им навстречу. «Это я вам писала». После разговора с директором Нина решительно встала. «Мы едем на кладбище, и с Аней познакомимся, и сестру навещу. Я еще не была на могилке». Людмила Степановна встала. «Не напугайте девочку. Вы же понимаете, как сильно вы похожи на ее маму». «Да, конечно, мы понимаем». Анечка сидела на коленках у могилки. Лавочку поставить было некому, поэтому ей приходилось сидеть прямо на земле. «Мамочка, я сегодня принесла тебе твоих самых любимых конфет. Мне и Света свои отдала. Я не хотела брать. Нам же конфеты не часто дают. Но Света обиделась. Хотела, чтобы от нее тоже был подарок. Вообще, она очень хорошая. Жалко, что у нее нет вообще никакой мамы». Анечка вздохнула. «Нужно возвращаться. Скоро обед». Она встала, еще раз погладила фотографию мамы. Вдруг сзади раздался шорох, а потом мужской голос. «Здравствуй, Аня». Девочка быстро обернулась. У оградки стоял мужчина. Он смотрел на нее добрыми глазами. Ане так хорошо стало, когда она ему в глаза посмотрела. И сама не поняла, почему, она вдруг спросила: «Вы мой папа?» Спросила и испугалась, что она такое несет. А мужчина улыбнулся. «Да, извини, не знал, что ты родилась. Узнал только вчера и сразу приехал за тобой». Аня подозрительно посмотрела на женщину, которая стояла к ней спиной. «А это кто? Почему она не поворачивается?» «Анечка, это моя жена. Дело в том, что у твоей мамы есть сестра. Они близняшки, то есть очень-очень сильно похожи с твоей мамой. Ты же знаешь, кто такие близняшки?» Аня кивнула. Она с напряжением следила за тем, как женщина поворачивается. А когда повернулась, Аня закричала в слезах: «Мама! Мамочка!» Женщина быстро обняла. «Тише, тише, Анюта, я не мама, но очень хочу стать ей, ну, второй мамой». Аня немного отстранилась, она внимательно всматривалась в лицо. Да, у мамы были немного другие брови и голос другой. А еще мама была худее и прическа другая. Ты очень похожа на маму. Мужчина поднял Аню на руки. «Ты не плачь, не плачь, пожалуйста. Мы теперь тебя не оставим. Поедешь с нами. Будем жить вместе». Аня сквозь слезы видела, как женщина, похожая на маму, опустилась перед могилой на колени и плакала. Они молчали, не мешали. «Света! Светка! Меня папа нашел! И мама! Новая мама! Ну, как будто моя настоящая!» Света смотрела на Аню с тоской. «Свет, ты чего? Не рада за меня?» «Рада, конечно. Ты теперь уедешь, а я останусь тут одна». Аня растерялась. Как же так? Она даже и не подумала об этом. Они со Светой стали настоящими подружками. Да, даже больше, чем подружками. Настоящими сестрами. Хоть обе и не знали, как это быть сестрами. Она не сможет оставить Свету одну, хотя у нее теперь по-другому не получится. Девочка растерянно повернулась к Нине, а та вздохнула. «Сереж, пойдем поговорим». Людмила Степановна нервно ходила по кабинету. Такое в ее практике было впервые
Вот воистину. Я не буду вас отговаривать. Вы взрослые люди. Я всегда только за. Но вы точно подумали? Время пройдет, и Анечка все забудет. А то, что вы хотите сделать, это на всю жизнь. Нина упрямо мотнула головой. Да, мы хорошо подумали. Девочка и так настрадалась. Я не могу так с ней поступить. Директор села. Она все, что могла, сделала. Хотя на самом-то деле в душе у нее все ликовало. Ну что ж, хорошо, я обязательно в этом вам помогу. Она подняла глаза на Нину, потом посмотрела на Сергея. Я очень вам благодарна. Думала, что никогда уже не увижу надежды, что хорошие люди еще остались на этом свете. А дальше время для всех тянулось, казалось, вечно. Столько бумаг, справок. Пришлось даже уехать по месту регистрации. Казалось, что ничего не получится, но все получилось, как они хотели. И теперь Нина с Сергеем счастливые заходили в двери детского дома. Аня обернулась на открывшуюся дверь. «Мама, Нина! Папа!» Она бросилась к ним с объятиями. «Ну, Анют, мы все сделали. Собирай вещи. Сегодня вечером у нас поезд». Аня завизжала, кинулась к своей постели, но остановилась. Подошла к Свете. Та сидела на стуле ровно, была бледной и с трудом сдерживала слезы. Губы у девочки тряслись, и она их то и дело сжимала. «Светочка, пожалуйста, не плачь. Я постараюсь приехать к тебе. Я буду писать тебе письма каждый день». Девочки крепко обнялись, и Света все-таки разревелась. Нина и Сергей переглянулись, подошли к ним. «Так, это что за потоп? Никакие письма никто писать никому не будет». Аня испуганно посмотрела на Сергея. «Почему? Вы мне запретите?» Мужчина рассмеялся. «Ну, конечно, нет. Просто Светочка едет с нами. Мы оформили на нее опекунство. Не смогли допустить, чтобы вы расстались. Что скажешь, Света? Согласна быть еще одной нашей дочкой?» Света встала, долго смотрела на Сергея, потом на Нину. «У меня будут родители?» «Конечно. Ну, если подходим тебе». Сергей улыбнулся. Девочка обхватила их руками. «Я буду самой послушной, буду хорошо учиться и буду помогать по дому». Людмила Степановна и остальные воспитатели, которые столпились у двери, вытирали слезы. Даже Горгона расплакалась и тут же ушла, чтобы никто ее слез не видел. «Ну все, собираемся, а то мы везде опоздаем». Весь детский дом во главе с директором прилип к окнам. Людмила Степановна прошептала: «В добрый путь». Воспитательницы плакали, а все дети думали об одном и том же. Когда-нибудь и за мной приедут папа и мама. Пусть они будут не совсем настоящими, но мы будем очень любить друг друга. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.